Привет! Меня зовут Марина. Поехали в Корею! K-pop News! Контролирующие органы Южной Кореи обвинили ведущие компании шоу-бизнеса, такие как SM, JYP, UD и еще несколько, вот весь список, в навязывании крайне невыгодных условий контрактов исполнителям и их трейни. Этим компаниям приказано исключить из контрактов эти пункты. Пунктов много. В целом правительство пытается сделать жизнь звезд кей-попа и других артистов лучше. Например, наказание за нарушение сделки было в 2 или в 3 раза больше всех инвестиций, вложенных в этого стажера, так как штраф должен был покрыть ожидаемые потери этого агентства из-за ухода этого стажера. JYP Entertainment, например, запрещает своим трейни подписывать контракты с другими агентствами даже после того, как они покинут JYP. А, например, SM Entertainment несет за собой право в одностороннем порядке разорвать контракт с трейни по очень сомнительным и труднодоказуемым причинам, такими как поведение вне норм морали. В общем, все 8 агентств пообещали исправить несправедливые положения в своих контрактах как со стажерами, так и с артистами. А мы, как всегда, надеемся только на лучшее. Американская сеть кофеин Starbucks процветает в Корее. Продажи этой компании в Корее превысили 1 триллион вон. Это примерно 870 миллионов долларов. Это значительно больше, чем у корейских конкурентов Tucson Place, Angel Us и прочих других. Даже в сумме продажи всех корейских кафе почти в 10 раз меньше, чем продажи одного Starbucks. Корея стала пить больше кофе? Но почему тогда именно в американской сети? Кстати, первая кофейня Starbucks появилась в Корее в 1999 году. Отгадайте где? В районе Синчон, конечно, в моем районе. В районе, где расположен студгородок Йонсея, Ихва и других университетов. Почему? Так как прививать любовь к кофе нужно с детства. Сейчас число кофеен Starbucks в Корее превысило 10 тысяч. Для следующей печальной, жестокой новости мне понадобится моя собака как поддержка. Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хэ, которая 12 марта в связи с импичментом покинула государственную резиденцию, Голубой дом, и переехала в свой личный дом на юге Сеула, она не стала забирать с собой своих питомцев Химани и Сэруми, что, кстати, в переводе с корейского Химани, Надежда и Сэруми новый, и также их 7 маленьких щеночков. Очень знаменитой корейской породы Чиндокке. Это не Чиндокке, это пекинесик. Происходит порода Чиндокке с острова Чиндо, что на самом юго-западе страны в провинции Чолладо. То есть в переводе означает собака из района Чиндо. Чиндокке. В администрации президента теперь срочно ищут новых хозяев собачкам. А иначе этих собак придется отдать в приют. А корейские приюты иногда бывают жестокими. Кстати, собака породы Чиндокке отличается повышенной преданностью своему хозяину, послушанием и выраженным чувством любви к дому. И она еще, кстати, очень похожа на Хатико. 9 мая в Республике Корея состоятся досрочные президентские выборы. 9 мая. Поэтому этот день в стране объявлен выходным. После раздумий я пришел к выводу, что нельзя отказываться от стабильного управления страной в этой кризисной ситуации, в которой сейчас находится Корея. Считаю, что мое участие в президентских выборах будет неподходящим с точки зрения обеспечения справедливости самих выборов, а также стабильного руководства государства. Так заявил премьер-министр и исполняющий обязанности президента Хван Геан. А теперь я вам это переведу. Разбирайтесь в выборах сами, без меня. Я в выборах участвовать не буду, но и не баловать, чтобы все было честно. Пока я главный, я прослежу. Как-то так. Наиболее реальным претендентом на победу в выборах корейских считается Мун Чжэ Ин. Это один из лидеров оппозиционной демократической партии Тобро Мунджитан. Кому интересно почитать его биографию на Википедии, то ссылочка будет под видео. А теперь вернемся к китайским санкциям. Недовольство Китая по поводу решения Сеула разместить у себя американские ПРО приняло характер общественного движения в китайском обществе. Например, 11 марта
3500! Вы только представьте эту упущенную выгоду. Китайских туристов отказались выходить с крупного лайнера к корейскому порту Чеджу в знак протеста против ПРО США. 3500 туристов, готовых купить вашу продукцию. Китайские суда уже сотнями отменяют свои рейсы в Корею, либо с остановкой в Корее, выбирая вместо этого туристического вида другие соседние страны, такие как Японию, Россию, Северную Корею и страны Юго-Восточной Азии. Так что ждем еще больше китайских туристов на Дальнем Востоке России в ближайшее время. Так, надо срочно косметику купить, закупить оптом, пока китайцы не приехали. Lotte World Tower. Я думаю, вы наслышаны и также ждете его открытия, так как в апреле месяце ожидается полное открытие самого высокого небоскреба Кореи. Lotte World Tower в микрорайоне Джамшиль, Сеула. Это район Каннама, если вдруг вы не знаете, что такое Джамшиль. Но вы наверняка знаете его по Gangnam Style. Там будут и самые шикарные, и самые дорогие квартиры в Южной Корее. Например, стоимость квартир с 42 по 71 этаж от 4 миллиардов вон до 38 миллиардов вон. Если вам с вонами конвертировать сложнее, я вам приведу пример в рублях. Минимальная однушка, где-то самый нижний этаж, будет стоить вам от 215 миллионов рублей. Это еще самая дешевая квартира. Самая дорогая уже переходит в разряд 2 миллиардов рублей. Квартира. Одна. Самое странное, что есть покупатели. Эти квадратные метры уже стали самыми дорогими в истории Корейского полуострова. И не забывайте, что при покупке жилья покупатель еще должен заплатить разовый налог стране в размере всего лишь 3,5% от стоимости квартиры. Плюс каждый год платить налог на недвижимость от 0,5 до 2% в зависимости от того, как много квартир и недвижимости на вас оформлено. По подсчетам самой компании, они рассчитывают на иностранцев, а в том числе на иностранцев из Китая, так как в самой Корее, даже взяв всех чеболей, это местные олигархи, квартиры-то еще останутся. Но отгадайте, что пару дней назад сделали китайцы, которые собирались купить эти квартиры? Конечно, они отказались от этих квартир. Все китайцы, вау! Да, они заплатили неустойку. Капля в море. А почему они это сделали? Про причину я уже рассказывала в предыдущем выпуске новостей. Вот он, кстати. На этом новости этой недели подошли к концу. Если это видео на YouTube соберет 300 лайков, то в следующие выходные ждите новую порцию новостей из Кореи. До скорых встреч!